Здравствуйте, с вами Ажара Затулаева, и сегодня мы будем делать с вами полный комплекс самомассажа лица. Но начнем мы с дыхания. Для этого мы устанавливаем ручки под ребра, и на каждый вдох и выдох, на выдох мы должны пальчиками проникнуть. Чем глубже, тем лучше под ребра. Делаем вдох, выдох и слегка наклоняем корпус вперед. Вдох, выдох, пальцы проникают глубже. Вдох, выдох. 3-4 вдоха. Расставляем пальчики немножко, делаем вдох. Хорошо. И третье положение наших пальцев. Если болезненно в этих местах, то мысленно дышим в эту часть. Хорошо. Далее мы начинаем делать лимфодренаж. Для этого нам нужно легкими поглаживающими движениями проходить в сторону подмышек. Прям можно зайти поглубже. Делаем легкий помпаж. Хорошо. Отлично. Слегка простукиваем нашу зону декольте. Каждое движение нужно делать от 3 до 10 раз, в зависимости от вашего строения. Если вы отекшие или вам нужно срочно привести себя в порядок перед встречей, то немножечко усиливаем эти движения и увеличиваем количество раз. Отлично. Теперь прорабатываем зону ключиц. Как бы слегка нажимая, или как будто мы играем на пианино. Делаем легкий помпаж. Также проходимся от 3 до 5-8 раз. В противоположную сторону. Как будто мы играем на пианино. Отлично. Слегка проглаживаем боковую часть шеи. Можно сделать в противоположную сторону. Как будто мы сливаем воду. Также каждое движение делаем от 3 до 5-8 раз. Отлично. Теперь мы будем работать с задней поверхностью шеи. Для этого я повернусь. Мы берем защип и проводим вперед. Защип и проводим вперед. Если у вас сидячая работа, то такие движения можно делать в течение дня. Также слегка прогладили. Отлично. Делаем наклон головы вперед, но при этом мы будем делать с вами легкое усилие сопротивления назад. Внимание. Наклонили голову. Делаем вдох и давим головой немножечко назад, как будто вы хотите поднять, а руки у нас сопротивление делают. Выдох. Делаем вдох. Давим, давим, давим.
выдох, вдох и давим, 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 выдох. Также минимум делаем 3 раза. Наклоняем голову в бок. Давим, слегка сопротивляемся, как будто мы хотим вытянуть голову прямо. Делаем вдох и давим, 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 выдох. На выдохе у нас голова немножечко опускается ниже. Вдох. Давим, 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 выдох. Вдох. Давим, 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 выдох. Хорошо. Переходим ко второй стороне. Наклоняем. Делаем вдох. Давим, 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 выдох. Вдох. Давим, 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 выдох. Вдох. Давим, 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 выдох. Хорошо. Шея уже немного освободилась. Теперь начинаем работать с грудинно-ключично-сосцевидной мышцей. Для этого мы слегка на 45 градусов поворачиваем голову и наклоняем. И делаем как будто бы змейку по мышце. Именно в этом положении ваша мышца выходит. Прям не бойтесь, максимально подходите к уху. Как будто вы ломаете проволочку. Также пройдемся от 3 до 5 раз. Вверх и вниз. Отлично. И немножко растянули. Прям тянем. Можем задержаться на 10 секунд. Хорошо. Со второй стороны повторяем все то же самое. Голову на 45 градусов. Слегка наклонили вперед. И таким образом наша мышца выходит. Ломаем проволочку хорошенько. Не бойтесь. Чем лучше вы ее проработаете, тем лучше будет ваш и овал лица, и отечность быстрее сойдет. Также брыли наши подтянутся. Проходимся 3, 5, можно 8 раз. Вверх и вниз. Хорошо, растягиваем. Задержались на 10 секунд. Отлично. Продолжаем зону ушей. Ставим пальчики, большой пальчик мы ставим в ушки. И как будто бы вы хотите вытянуть ушки вперед. Делаем слоника. Это как будто бы мы вытягиваем уши. Отлично. И помассируем голову прямо сзади ушей. Полностью всю косточку за ушами мы хорошенько с вами промассируем. Растирайте ушки, растирайте зону вокруг ушей сверху. Хорошо. Продолжаем с вами с
зоны второго подбородка. Для этого мы устанавливаем, все мы делаем без масла, без крема. Можно делать на сухую, либо если вы только умылись, можно это делать на воде. Поставили ручки, и как будто мы срезаем все в зону за ушами. Это движение можно сделать раз 10-15. Хорошо. Слегка слили то, что мы подняли наверх. И начинаем прорабатывать зону нижней челюсти. Пальчики мы устанавливаем прямо под нижнюю челюсть. Язык мы ставим к небу и давим на небо. А вторыми пальчиками мы как будто лепим пластилин в зоне угла молодости. Хорошо. Можно пройтись 3-4 раза. Главное давить на небо. Хорошо. Переходим на вторую сторону. Также давим, а пальчики у нас давят вниз. И лепим из пластилина красивый четкий угол. Отлично. Проделали так несколько раз, у вас, возможно, будет собираться слюна во рту. Для того, чтобы она быстрее у нас отходила, мы повернем голову и слегка, как будто мы хотим отделить грудинно-ключично-сосцевидную мышцу от угла молодости. И делаем такие раскапывающие движения прямо в глубине. Отлично. Можно повторить 2-3 раза. Если у вас есть второй подбородок или есть лишняя отечность, то такие движения вы можете делать чаще. Для того, чтобы открыть лимфатический проток. Хорошо. Со второй стороны делаем все то же самое. Прямо раскапываем, отделяем. Еще раз. Сливаем все. Отлично. Теперь мы переходим непосредственно к лицу. Для этого мы устанавливаем пальчики от уголков губ вверх и слегка подтягивающими движениями идем к уголку носа. Хорошо. Немножко ставим на середину угла, на середину нижней челюсти и идем вверх. До скуловой кости и как бы туда залепляем все, что у нас идет вниз. И третья позиция прямо на угол молодости, тот мы, который только что раскапывали с вами. От угла молодости мы идем до височной кости. Прямо утапливайтесь внутрь кожи. Нам нужно работать на глубинных слоях, а не поверхностно.
Отлично. Хорошо. Далее мы уже продолжаем с зоной носогубных складок. Устанавливаем пальчики прямо в зону носогубных складок и слегка отодвинув, собираем небольшой валик. Перетерли этот валик и идем к ушам. Прям перетираем и идем, ведем его к ушам. Можно повторить это движение также от 3 до 5 раз. Данный самомассаж лучше всего делать курсами. Если вы сделаете его от 10 до 15 раз через день, а потом поддерживающий будете делать 1 раз в неделю, либо раз в 10 дней, то эффект будет сохраняться и будет улучшаться с каждым разом. Со второй стороны повторяем все то же самое. Собираем валик прямо от носа, перетирая его, мы идем к зоне ушей. Прям перетирайте, если у вас большие носогубные складки, и они идут, прям выделяются, то лучше глубже вы будете захватывать и хорошенько прорабатывать это место. Отлично. Также каждое движение мы делаем от 3 до 5-8 раз. Хорошо. Проработаем с вами зону рта. Если у нас есть кисетные морщины, то мы захватываем прям валик под носом и хорошенечко его проминаем. Проминаем и идем по всей круговой мышце. Хорошо. С одной стороны, потом будем повторять с другой. Прям перетираем. Примерно это выглядит вот так. Отлично. И со второй стороны также. Снизу мы будем повторять все то же самое. Если у вас есть кисетные морщины и снизу, то также их будем прорабатывать. Прям захватили и перетирайте мышцу. Как бы формируя красивую улыбку. И подтягиваем все наверх. Отлично. Проработали нижнюю часть. И теперь мы условно будем поднимать лицо наше вверх. Для этого мы захватываем наши губки и будем идти по скуловым мышцам в зону виска. Прям чем глубже вы будете захватывать этот валик, тем будет лучше. Да, вот в этой части, возможно, будет немножко болезненно, но лучше перетерпеть. Прям идем в зону виска, в волосистую часть. Также от 3 до 5-8 раз. Все затягиваем волосы. Также все качественно проминаем.
Если есть болезненные участки, на них слегка можно задержаться и мягкими утапливающими движениями разминаем эту боль. И затягиваем всю волосистую часть. Хорошо. Теперь мы с вами будем делать движение лифтинговое, но мы будем вести его к макушке. Хорошо. Со второй стороны также это движение можно делать 8, 10, 15 раз. Отлично. Сейчас мы с вами проработаем зону скул для того, чтобы поднять скулы немножечко наверх. Для этого мы устанавливаем пальчики прямо под скулы и слегка придавливающими движениями мы идем в зону ушей. Прям продавливайте. И опять-таки, если есть болезненные участки, мы их мягкими движениями с любовью перетираем, проминаем. И как бы мы поднимаем скулы наверх. Также все эти движения мы делаем от 3 до 5-8 раз. Начинаем работать с зоной глаз. Если у нас есть гусиные лапки, либо нависшее веко, то мы прорабатываем сначала височную область, ставим на мягкую часть и мягкими массирующими движениями мы отодвигаем кожу как будто бы к макушке. Хорошо. Также будет очень хорошо, если вы проработаете таким образом голову от 5 до 10 минут. Но так как у меня сегодня прическа, я этого делать не буду. Мы с вами устанавливаем пальчики прямо на кости, на глазницу и мягкими массирующими движениями прорабатываем косточку. Если вы там нащупаете уплотнения, как будто песчинки, то слегка их можно поразминать. Мы идем от внутреннего края нижней глазницы к верхнему и приходим к переносице. Хорошенечко перетираем. Также мы проходимся от 3 до 5 раз. Если болезненно, то сильно не давим на глазницу. Если есть у вас сильные отеки под глазами, то, пожалуйста, слышим себя. Делаем все, чтобы не было большой боли. Хорошо. Повторяем со вторым глазом то же самое. От внутреннего глаза нижней глазницы мы идем вверх и возвращаемся по верхнему веку. Прям продавливайте глазницу. Если есть песчинки, то мы их как бы разминаем. Можно взять немножко масла и следом также провести по внутреннему краю глазницы. Если у вас длинные ногти, пожалуйста, такие движения не делайте, так как вы можете повредить самую нежную часть кожи. Отлично. Пришли к зоне лба, где у нас собираются межбровные морщины.
и нависшие веки, да. То есть вот такие вот. Мы с вами мягко устанавливаем пальчики и проводим по бровям. Вдавливаемся. Если у нас здесь есть болезненные части, болезненный участок, то мы можем большими пальчиками поставить и прям продавить. Держим на боли от 15 до 20 секунд. Хорошо. И также мы можем пройтись с вами по бровям, находя болезненные участки, мы их массируем и продавливаем от 10 до 20 секунд. Надавили. Нашли болезненный участок и продавливаем. Да, будет слегка неприятно, но лучше перетерпеть, так как это зона спазма. Вам нужно снять эти спазмы. Передвигаемся от миллиметра, то есть по всей брови. Находим болезненные участки и проминаем их. Хорошо. Мы уже выглядим с вами совершенно по-другому. И теперь мы захватываем бровь и как бы отворачиваем ее. Также проходимся от 3 до 5 раз. Хорошо. Пришли мы с вами к зоне лба. Здесь у нас часто есть поперечные морщины, либо глубокие морщины межбровные. Мы с вами их собираем в валик и идем наверх. То есть насколько у вас позволяет кожа собрать либо поперечную, либо продольную складочку. И затягиваем все к макушке. Собираем складочку и идем к макушке. Миллиметр за миллиметром двигаемся от центра к периферии. Можно пройтись несколько раз. Все движения в этом самомассаже делаются от 3 до 5-8, если запущены или сложные моменты, то есть морщины, то можно увеличить до 10-15 раз, но также по своему самочувствию. Сильно больно тоже нехорошо. Отлично. Разгладили лоб немножечко свой. Если вы владеете техникой тейпирования, то можно на морщинки наложить тейпы. После хорошего массажа это будет очень даже хорошо. Закончим самомассаж также лифтингом к макушке. Можно лифтинг делать и за ушами, если у вас короткие волосы. То есть за ушами и также тянем все к макушке. За ушами. Ну вот, ваше лицо уже преобразилось, ваши глазки горят. Спасибо большое, что были со мной. Делайте данный комплекс курсом через день. Доведите курс процедур до 10-15 и поддерживайте его раз в неделю, либо раз в 10 дней. Желаю вам красоты и здоровья. С вами была Ажара Затулаева. Пока.